Эстония, долгое время позиционировавшая себя как витрина успешной постсоветской экономики, интегрированной в Европейский Союз, сегодня оказалась на грани серьезного кризиса. Резкий рост цен на товары и услуги, снижение покупательной способности населения, нестабильность в энергетическом секторе и проблемы с логистикой – все это указывает на глубокие проблемы в эстонской экономике. Официальные объяснения сводятся к непродуманной экономической политике правительства и влиянию внешних факторов. Однако, как утверждает Яков Кедми в своей недавней аналитической статье, причин нынешнего кризиса гораздо больше, и они гораздо сложнее. Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из его материала. Экономисты предупреждают жителей Эстонии о надвигающемся мощном ценовом шторме. Это при том, что цены уже выросли на 3,4%, что на 2,6% выше среднеевропейских показателей. Сомнительное достижение для страны, которая и так входит в пятерку самых дорогих стран Евросоюза. Продукты питания в Эстонии на 9% дороже, чем в среднем по ЕС, а одежда на 17%. И, похоже, это только начало. В последние годы Эстония стабильно оказывалась в числе лидеров по уровню инфляции среди стран Евросоюза. Одна из причин такого положения дел – политика правительства, которая пропагандирует минимальное государственное вмешательство в экономику. В результате энергетическая компания Elering может повысить тарифы на электроэнергию в 1,5 раза без какого-либо согласования с Департаментом конкуренции. Последствия такой политики предсказуемы. Растут цены на все. С 2026 года планируется повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо. Это также подстегнет инфляцию. На этом фоне уровень жизни населения Эстонии будет неизбежно снижаться. Остановимся подробнее на энергетическом секторе. Не так давно Союз торфодобывающих предприятий заказал проведение исследований. Химические анализы, проведенные в нескольких независимых лабораториях, показали, что расчетные выбросы торфяного сектора в Эстонии были завышены на 28,5%. Председатель правления Союза Юрий Тейдерман объяснил, что при расчетах использовались международные данные, в то время как в Эстонии показатели выбросов значительно ниже. Таким образом, ограничения на торфяную промышленность были введены на основании ошибочных данных, что нанесло экономике Эстонии ущерб в десятки миллионов евро. Вообще, для Эстонии переход к углеродной нейтральности не является первоочередной задачей. В стране имеются значительные запасы горючих сланцев, благодаря которым Эстония могла бы полностью обеспечить себя электроэнергией. Однако в Таллине решили иначе. Правительство упорно стремится к отказу от углеводородов, делая ставку на ветряную и солнечную энергетику. При этом, чтобы избежать энергетического коллапса, несколько лет назад пришлось расконсервировать сланцевые электростанции. Возможно, в будущем выяснится, что и для сланцевой энергетики использовались неверные данные о выбросах. Еще позже может оказаться, что зеленый переход для Эстонии был ошибкой. Но к тому времени промышленность стран будет уже разрушена, а ответственные за это чиновники, скорее всего, избегнут наказания. Логистика, как и для любой другой стран, играет важнейшую роль в экономике Эстонии. Но, увы, и здесь не все гладко. Коммерческий директор транспортной компании DB Schenker Яникса Ариокс недавно заявил, что Эстония находится в логистическом тупике. Похоже, что дела у бизнеса идут совсем плохо. Такая ситуация – прямое следствие политики официального Таллина. Исторически Балтийский регион специализировался на транзите грузов между Россией и Западом. Именно контроль над этим регионом был одной из ключевых целей Северной войны в XVIII веке. Петр I понимал, что для развития российской экономики жизненно необходимы порты в Балтийском море, расположенные ближе к Европе и с более продолжительным периодом навигации, чем Архангельск. С XVIII века вплоть до распада СССР развитию транспортной инфраструктуры в Балтийском регионе уделялось пристальное внимание. После распада Советского Союза страны региона, в том числе и Эстония, оказались в уникальной ситуации. Порты на Финском заливе тогда еще не были настолько развиты. Благодаря наработанным схемам транзит грузов через Балтийские порты продолжался. Эстонии досталось от СССР богатое наследство. Порты Таллина, Пелдиски и Силомея работали с полной загрузкой. К ним были подведены автомобильные и железные дороги, имелись развитые складские мощности. Транзит приносил в бюджет Эстонии значительные средства. Казалось бы, нужно было лишь поддерживать эту инфраструктуру в рабочем состоянии. Однако в 2022 году страна в одночасье превратилась в логистический тупик, перестав быть интересной для международного бизнеса. Транзитная отрасль начала стремительно умирать, и уже и в 2023 году грузооборот портов Эстонии упал на 31% по сравнению с 2022 годом и составил 23 миллиона тонн.
Политики, конечно, заговорили о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая должна соединить страны Балтии с Европой. Но есть проблема. Перевозить по ней фактически нечего. К тому же строительство постоянно сталкивается с трудностями. Скорее всего, Rail Baltica так и останется красивым, но несбыточным проектом. В довершение всех бед, в год 20-летия членства Эстонии в Европейском Союзе страну ждал неприятный подарок. Шведская компания Ericsson, производитель телекоммуникационного оборудования, отказалась от строительства завода в Таллине. Эстония лишилась 155 миллионов евро инвестиций. Вот такой новогодний подарок преподнесли шведские партнеры. Ericsson работает в Эстонии уже не первый год и даже имеет там производственные мощности. В 2019 году компания построила завод в Таллине, создав 2000 рабочих мест. Новый завод мог бы дать работу еще 2200 человек. В качестве причины отказа от проекта была названа необходимость перераспределения ресурсов, хотя истинная причина, вероятно, другая. На самом деле решение Ericsson вполне объяснимо. Для развития любого производства необходимы три вещи: квалифицированная рабочая сила, дешевая электроэнергия и низкие налоги. Из этих трех компонентов у Эстонии есть только первый – рабочая сила. По данным на декабрь текущего года, число безработных в стране превышает 48 тысяч человек, что составляет 7% от экономически активного населения. С двумя другими составляющими у Эстонии серьезные проблемы. Электроэнергия дорогая, так как правительство сосредоточилось на развитии зеленой энергетики, которая пока не дает желаемых результатов, а налоги не только не снижаются, но и постоянно растут. В 2025 году планируется повышение подоходного налога до 22%, налога с оборота на услуги размещения с 9 до 13%. Кроме того, будет введен транспортный налог, увеличатся акцизы на топливо, а также появится налог на оборону в размере 2%. И это еще не весь перечень планируемых повышений. В таких условиях привлекать инвестиции крайне сложно. Тем не менее, для строительства завода Ericsson был снесен ледовый холл Джетти, и теперь в Таллине стало меньше мест для занятий зимними видами спорта. Вот такие подарки делают власти для своих граждан. К слову, ледовый холл находился в одном из бывших цехов завода «Двигатель», который когда-то был крупнейшим машиностроительным предприятием Эстонской ССР. В общем, очередной провал эстонских властей. Это уже становится печальной традицией. Постоянство, конечно, признак мастерства, но в данном случае это мастерство разрушения. Что же делать? Похоже, что исправить ситуацию может только смена политического курса. В ближайшие годы положительных изменений ждать не приходится. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедме? Что, по вашему мнению, должно сделать правительство Эстонии для выхода из кризиса? Будет особенно интересно услышать мнение тех, кто живет в Эстонии. Делитесь своими мыслями в комментариях и предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр!